Она однажды спасла беспомощного теленка и вернула его матери, даже не подозревая, что спустя годы это решение приведет к событию, которое потрясет весь город. История Эвелин Эндрюс началась в маленьком городке Милбрук, тихом месте среди полей и пастбищ, где жизнь текла размеренно, а каждый житель знал друг друга. По утрам улица наполнял аромат свежего хлеба из местной пекарни, а вечерами люди собирались у домов, делясь новостями и воспоминаниями. Эвелин выросла в старом викторианском доме и с детства отличалась добротой и чуткостью. Она помогала всем, от соседей до бездомных животных. Девочка подкармливала кошек, лечила раненых птиц и мечтала стать ветеринаром. После школы она уехала в большой город учиться и вскоре добилась успеха, оставшись там работать. Однажды летом Эвелин вернулась домой на несколько дней. Теплым июньским вечером она отправилась на прогулку вдоль старого пастбища, где любила бывать в детстве. Вдруг она услышала тревожное мычание коровы. В этом звуке явно чувствовалась просьба о помощи. Подойдя ближе, Эвелин увидела рыжую корову, которая смотрела прямо на нее и словно звала за собой. Животное шло вдоль забора, время от времени оборачиваясь. Заинтригованная, девушка последовала за ней. Через некоторое время они дошли до места, где в траве лежал новорожденный теленок. Он был совсем слабым, не мог встать и находился по другую сторону ограждения, отделенный от матери. Корова не могла к нему добраться. Не раздумывая, Эвелин опустилась на землю и осторожно пролезла под тросами забора. Она аккуратно подняла теленка и перенесла его к матери. Все это время корова стояла рядом, словно понимая, что происходит. Когда теленок оказался рядом с ней, корова сразу начала его вылизывать, а он, шатаясь, потянулся к вымени. Эвелин с облегчением наблюдала за этой сценой и не смогла сдержать слез. Это было чувство настоящего счастья от того, что она помогла. Прошло 6 лет. Эвелин построила успешную карьеру ветеринара в большом городе, но однажды ей позвонили из дома. Ее отец перенес инсульт. Не раздумывая, она вернулась в Милбрук. Город почти не изменился, но вскоре произошло событие, потрясшее всех. Однажды утром, возвращаясь из больницы, Эвелин услышала крики. По улице мчался разъяренный бык, сметая все на своем пути. Люди в панике разбегались, пытаясь спрятаться. Эвелин тоже попыталась убежать, но из-за неудобной обуви споткнулась и упала. Когда она подняла глаза, бык уже был совсем рядом. Она замерла, понимая, что не успеет спастись. Но вместо атаки произошло неожиданное. Бык остановился. Он подошел ближе и начал спокойно обнюхивать ее. В его взгляде больше не было ярости, только странное узнавание. И вдруг Эвелин поняла, это был тот самый теленок, которого она спасла 6 лет назад. Теперь он вырос в огромного сильного быка, но, похоже, не забыл ее. Его поведение полностью изменилось. Он успокоился и остался рядом, словно защищая ее. Позже выяснилось, что бык обезумел от страха. Подростки бросали петарды рядом с загоном, пугая животных. Один из взрывов произошел прямо рядом с ним, и в панике он проломил забор и выбежал в город. Когда все закончилось, стало ясно. Эвелин спасла его когда-то, и он, пусть и по-своему, вспомнил это и спас ее в ответ. История быстро разлетелась по городу и стала настоящей легендой. Люди рассказывали ее как доказательство того, что добро не исчезает бесследно. С тех пор Эвелин часто проходила мимо того пастбища. Бык, которого назвали хранителем, всегда узнавал ее и подходил к забору. И каждый раз, глядя в его спокойные глаза, она вспоминала, даже самый маленький добрый поступок может однажды изменить чью-то судьбу и вернуться тогда, когда этого совсем не ждешь.